Премьера июля. Человек-муравей. Монстры на каникулах 3, Миссия невыполнима 6 и другие новинки проката. Июль не самый богатый на громкие премьеры месяц, но тем не менее есть несколько хороших поводов сходить в кинотеатр в свободное время. О них и пойдет речь в этой подборке. Читайте, составляйте свой список и бронируйте билеты заранее. Человек-муравей Оса, Ant-Man and the Wasp, 5 июля. Актеры: Пол Радд, Эванжелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Майкл Пинья, Уолтон Гоггинс. Синопсис. Маленький супергерой, большие проблемы. Продолжение истории о самом недооцененном герое киновселенной Марвел. На этот раз Скотт Лэнг, он же Человек-муравей, отправится спасать мир не один, а в компании Осы. Она была представлена в сцене после титров первого фильма, а сыграет ее актриса Эванжелин Лилли, которая в прошлой части тренировала будущего супергероя. В новой истории этим двоим предстоит отправиться в квантовое измерение, чтобы найти пропавшую супругу Хэнка Пима. Но найдутся те, кто захотят расстроить их планы. Невидимка Слэшинг Даркнесс, 5 июля. Актеры: Натали Дормер, Эмили Раташковски, Эд Скрейн, Джоэль Ричардсон, Джеймс Космо, Нил Мэскил. Синопсис. Триллер с британским акцентом от режиссера «Острых козырьков» Энтони Бирна. Премьеру фильма перенесли с конца июня на начало июля, но это не умерило ожиданий фанатов актрисы Натали Дормер. Запутанная история о слепой девушке, за которой гоняются мафия и спецслужбы одновременно. А все проблемы в ее жизни начались с того, что ее подруга, дочь криминального авторитета, умерла при странных обстоятельствах. Но главная героиня не так проста, как кажется, и ловко справится с толпой наемников. Пылающий, Бурнинг, 5 июля. Актеры: Юаин, Стивен Ян, Чон Джоса. Синопсис. Главный фаворит Каннского фестиваля в этом году выходит в широкий прокат. Редкий случай, когда фильм, снятый в Азии, получает большое распространение в Европе. Три главных героя, которые к тому же бывшие одноклассники, воплощают в себе потерянное современное поколение: будущий писатель, девушка, которая сделала пластическую операцию, и мажор со склонностью к пиромании. Сценарий был написан на основе короткого рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Неудивительно, что этот фильм похож на японскую поэзию с присущей ей глубиной и метафоричностью. Монстры на каникулах 3, Море зовет, Ател Тран и Льваня 3, Сумервачутион, 12 июля. Актеры: Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Кэтрин Хан, Мел Брукс. Синопсис. Ничто человеческое монстрам не чуждо. История о семействе графа Дракулы разрослась до трилогии.
На этот раз монстры отправляются в путешествие на круизном лайнере. В центре сюжета – личная жизнь главного вампира. Он влюбляется в загадочную блондинку Эрику, которая является капитаном корабля и, помимо всего прочего, внучкой Ван Хельсинга. Нет сомнений в том, что герои надолго запомнят эту поездку, если выпутаются из коварных ловушек двуличной злодейки. Небоскреб. Skyscraper. 12 июля. Актеры: Дуэйн Джонсон, Ноа Тейлор, Нив Камберл, Пабло Шрайбер. Синопсис. Очередной летний боевик, весь сюжет которого можно узнать по одному трейлеру. Дуэйн «Скала» Джонсон играет бывшего агента ФБР, потерявшего обе ноги в сложной спецоперации. Проходит время, он возвращается к работе, и теперь Уилл Суир становится специалистом по безопасности в небоскребах. Он устраивается в «Жемчужину», суперсовременное здание высотой в 240 этажей. Но вот незадача, равно в этот момент бандитская группировка решает устроить захват. Под угрозу попадают не только жильцы дома, но и семья главного героя, которая уже переехала в служебную квартиру. Талия, Туле. 12 июля. Актеры: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Рон Ливингстон, Марк Дюплас. Синопсис. Правдивая история материнства от оскароносной сценаристки Джуно Диабло Кауди. Фильм рассказывает о рутинной повседневности отчаявшейся Марло, Шарлиз Терон, 30-летней мамы 3 детей. Пеленки, распашонки и бутылочки с молоком сменяют друг друга в постоянном круговороте. Так происходит до тех пор, пока в ее дом не приходит девушка по имени Талия. Именно она помогает главной героине вернуться к жизни и понять, что все еще впереди. Оптимистично настроенную няню играет одна из самых талантливых молодых актрис Голливуда, Маккензи Дэвис. «Русалка. Озеро мертвых», 12 июля. Актеры: Ефим Петрунин, Виктория Галакова, Никита Еленев, Сесиль Плежа. Синопсис. Режиссер российских ужастиков «Пиковая дама и невеста» нашел свою нишу в кинематографе. Каждый год Святослав Подгаевский выпускает по одному фильму в этом жанре. Его истории основаны на фольклоре. В данном случае это русалка, которая обрекает всех мужчин вокруг себя на древнее проклятие. Вот и главный герой Рома попадает под смертельное обаяние водной красавицы. К слову, следующий фильм этого режиссера будет о Бабе-Яге. Как это заканчивается? It Ends, 13 июля. Актеры: Тед Джеймс, Форест Уитакер, Катерина Грэхэм, Керри Биши.
Синопсис. Звезда постапокалиптической трилогии «Дивергент» Теа Джеймс опять попадает в вымышленный мир на грани катастрофы. Главный герой Уилл должен был встретиться со своей беременной женой Самантой. Но в мире начались очень странные дела. Выключилось все электричество, перестала работать сотовая связь, а погода перешла в режим апокалипсиса. Тогда тесть главного героя отправляется с ним через всю Америку, чтобы спасти свою дочь и будущую внучку. Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix, поэтому можете не искать его в кинотеатрах, а спокойно посмотреть дома. Клуб миллиардеров, Billionaire Boys Club, 19 июля. Актеры: Терон Эджертон, Энсиэл Эльгорт, Кевин Спейси, Эмма Робертс. Синопсис. За каждое ограбление рано или поздно приходится расплачиваться. Неожиданно удачный экранный дуэт Терона Эджертона, Кингсмен, и Энсиэла Эльгорта, виноваты звезды. Актеры играют молодых аферистов под руководством великого Кевина Спейси, который, кажется, вновь возвращается к работе после громкого скандала прошлого года. Впрочем, герои недолго радуются успеху. После того, как их подставляют на крупную сумму, они должны сделать все, чтобы остаться в живых и отомстить предателю. Спейси и Эльгорт уже играли вместе в фильме «Малыш на драйве», и получилось вполне неплохо. Паранормальное, Тендлес, 19 июля. Актеры: Клэр Нандес, Джастин Бенсон, Джеймс Джордан, Эмили Монтегю. Синопсис. Низкобюджетный ужастик с высокими оценками от критиков. Российские прокатчики опять постарались. Фильм, который в оригинале назывался «Бесконечное», они перевели как «Паранормальное». История о двух братьях, сбежавших из секты, где выросли. Они живут обычной жизнью, пока однажды не получают кассету, которую для них записали оставшиеся члены культа. Неизвестно, какой синдром просыпается в братьях, но они решают проведать старых знакомых. Только вот, приехав туда, они попадают в петлю времени, из которой невозможно выбраться. Килиманджаро, 19 июля. Актеры: Ирина Старшенбаум, Павел Прилучный, Артем Сучков, Мария Смольникова. Синопсис. Комедия от режиссера и олог Екатерины Телегиной, сменившей зимние морозы на летнюю жару. История Маруси, звезда нашумевшего фильма Кирилла Серебренникова «Лето», Ирины Старшенбаум, и ее женихе, сбежавшем со свадьбы. На поиски своего избранника она отправляется в его родной город, Баку, а помогать ей вызывается лучший друг пропавшего. В жарком Азербайджане выясняется, что сбежавший Фарид скрывался от всех, потому что должен местному криминальному авторитету.
Неловкая комедия, которая пытается быть смешной, но вызывает скорее недоумение. Продюсерская компания «Среда», ответственная за сериал «Мажор» и кинотрилогию «Гоголь», позвала звездный актерский состав, но забыла пригласить хорошего сценариста. Смотрите на свой страх и риск. Зои, 19 июля. Актеры: Леа Сейду, Эван Макгрегор, Тед Джеймс, Рашида Джонс. Синопсис. Любовь, разложенная на формулы, не дает положительных результатов. Двое ученых, в исполнении шотландца Эвана Макгрегора и француженки Леи Сейду, изучают отношения с точки зрения науки. Они проводят многочисленные тесты на совместимость и вычисляют, кто кому подходит и на какое количество процентов. Вершиной их экспериментов становится создание андроида по имени Эш, Тед Джеймс, который вносит разлад не только в их представление о любви, но и в собственные отношения. Режиссер фильма Дрейк Дремус в своей прошлой картине «Равные» показал антиутопическое государство, где люди лишены базовых чувств, а любовь считается вирусом. Горячие каникулы, Суингинг-сафари, 19 июля. Актеры: Гай Пирс, Кайли Минаук, Рада Мичел, Джулиан Макмэхон. Синопсис. Сомнительная комедия, заставляющая краснеть при просмотре одного только трейлера. На дворе 70-е, в мире процветает движение хиппи, выбирающих свободную любовь. Эта тенденция добралась и до Австралии, где живет главный герой, 14-летний подросток Джефф. Пока его родители сходят с ума от жары переполняющих их эмоций, он пытается построить отношения со своей новой соседкой Мелли. Из звезд в фильме можно увидеть певицу Кайли Минаук и одного из главных мужских персонажей сериала «Зачарованные», Джулиана Макмэхона. Миссия невыполнима 6. Последствия. Mission Impossible, Fallout, 26 июля. Актеры: Том Круз, Генри Кавилл, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Анжела Бассет. Синопсис. Шестая по счету часть франшизы «Миссия невыполнима» с нестареющим Томом Крузом. Это тот самый фильм, ради которого Супермен Генри Кавилл отрастил усы. И неспроста, ведь он играет одного из самых сильных врагов Итана Ханта. На этот раз события будут так же хаотично перемещаться по карте мира, как герои фильма «Из Парижа в Рим» из подводных глубин далеко в небо. Как обычно, все самые эффектные трюки Том Круз вызвался исполнять сам. Поэтому не обошлось без травм на съемочной площадке. Юные титаны, вперед! Тень Титансга. Татамовис, 26 июля. Актеры: Николас Кейдж, Кристиан Белл, Джимми Киммел, Халзи. Синопсис. История о том, что бывает, когда главные супергерои становятся настоящими детьми.
Пока в киновселенной DC Comics все не так гладко, мультипликационная версия истории команды супергероев «Юные Титаны» выходит на большом экране. Если говорить коротко, то это все известные нам персонажи от Бэтмена и Супермена до Робина и Чудо-женщины, но в их детском воплощении. Будьте готовы к тому, что юмор в фильме соответствует аудитории. Мектуб, «Моя любовь», Миктоуб, Мэлови, Чантуно, 26 июля актеры, Шейн Бумедин, Афелиба, Салим Кешьюш, Авсиарзи Синапсис. Самый летний фильм из всех представленных в прокате. Режиссер жизни Адель Абделатиф Кешиш перенес действие своей новой картины из бурлящих страстей Парижа в не менее горячий юг Франции. Главный герой Амин – молодой повеса, работающий сценаристом. На каникулы он приезжает к берегам родного Леонского залива, где решает закрутить роман сразу с 2 девушками. Несмотря на то, что фильм идет 3 часа, это время пролетает незаметно, потому что на экране музыка, танцы и много откровенных сцен, в том числе и роды у овечки на ферме. Впрочем, если вас не пугают такие эксперименты в кино, то смело приходите в кинотеатр. Жаркие летние ночи, от Сумерникц, 27 июля, актеры, Тимоти Шаламе, Майка Монро, Алекс Роу, Уильям Фихтнер. Синопсис. Секс, наркотики и жаркие летние ночи. Новая звезда Голливуда Тимоти Шаламе снова играет примерного мальчика, который сталкивается с жестоким взрослым миром. Его герой Даниэл за 1 лето успевает впервые попробовать наркотики, влюбиться в самую красивую девушку в городе и узнать, что ее старший брат – главный гангстер, который держит в страхе все районы. Помимо талантливого новичка в фильме также играет многообещающая актриса Майка Монро, более известная по своей роли в триллере «Оно», «It Follows». Фото imp/поиск.ру